Привет всем! Чингук недавно вышел в прямой эфир, но на этот раз решил сделать это исключительно голосом. Он очень искренне объяснил, что не может включить камеру из-за маленького прыщика возле носа. Чингук никогда ничего не скрывает и всегда говорит с нами с трогательной честностью, поэтому мы неизбежно чувствуем к нему еще большую привязанность. Его спокойный, сладкий голос заполнил каждый уголок трансляции. Этот прямой эфир был также одним из самых коротких в жизни Чингука. Он подключился только для того, чтобы поздороваться, сказал, что скоро вернется, когда его кожа станет немного лучше. Этот жест, такой простой, но такой драгоценный, тронул наше сердце. Даже несмотря на усталость, он нашел минутку, чтобы подумать о нас и напомнить, что он всегда рядом. Невозможно не скучать по нему, когда его нет рядом, потому что каждое появление, каким бы кратким оно ни было, оставляет след. Чингук действительно драгоценен не только своей внешностью, но и своей искренней заботой о своих поклонниках. Даже полусонный на диване, с усталым голосом, он все равно составляет нам компанию на несколько минут, прежде чем сделать перерыв. С другой стороны, мы недавно видели Тэхёна и Намджуна на VIP-премьере фильма Пак Чану «Звездочка. Нет другого выбора. Звездочка». Мероприятие было энергичным и посетили важные гости, и они очаровывали своим элегантным и уверенным видом. Оба выглядели невероятно красивыми, но Тэхён сиял с особой интенсивностью. Его жесты, отношения и стиль, несомненно, привлекли внимание всех присутствующих. Был забавный момент, когда их попросили сделать вместе сердечко, и хотя они пытались, было ясно, что они не привыкли делать это вместе. Однако, наблюдая за их взаимодействием, мы не могли не подумать о Чингуке, потому что если бы он был там с Тэхёном, ситуация была бы совершенно другой. У них есть естественная связь, которая отражается даже в самых простых жестах, они бы образовали идеальное сердечко, которое они всегда делают вместе, и это, несомненно, вызвало бы незабываемые эмоции как среди присутствующих фанатов, так и среди тех из нас, кто следит за каждой деталью издалека. На самом деле, каждое выступление, каждое взаимодействие Чингука и Тэхёна дарит нам моменты, которые становятся незабываемыми воспоминаниями. Мы цепляемся за эти детали, за эти маленькие связи, которые так много значат, и даже несмотря на то, что в этот раз они не были вместе, мы все еще надеемся вскоре снова увидеть их вместе. Потому что когда они это делают, они излучают нечто уникальное, невыразимое тепло. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем снова насладиться их связью, взглядами и улыбками, которые всегда наполняют нас радостью. Владелец барбекю-ресторана с гордостью демонстрирует последние автографы Чингука и его лучшего друга Ину. Владелец объясняет, что Чингук посетил ресторан с Ину, отметив, что их последний визит был 2 месяца назад, в июле. Это не мелочь, это было важное событие, поскольку Ину собирался пойти на военную службу, и эта встреча с Чингуком стала одним из тихих и значимых прощаний. Они вместе пообедали в дружеской и непринужденной атмосфере, прежде чем Ину начал новый этап в своей жизни. Эта деталь заставила фанатов быстро связать воедино все эти моменты, ведь мы знали, что Тэхён тоже был в Корее, он сам упомянул, что навещал своего подчиненного в связи с увольнением, что совпало с датой визита Чингука и Ину. Это было не просто совпадением, скорее, временный промежуток говорит о том, что Тэгуки делили пространство и моменты, создавая воспоминания, которые позже стали более осязаемыми. Малыши Тэгуков были в Корее, привыкая к своему распорядку дня и наслаждаясь обществом друг друга, пока несколько дней спустя не шокировали мир неожиданным появлением в аэропорту. Их совместная фотография была не просто совпадением, это было естественное проявление близости и любви. Их жесты говорили громче слов, они прижимались друг к другу, они любили друг друга, они ходили так, словно мир вокруг них остановился. А затем произошла сцена, от которой у всех перехватило дыхание. В самолете Тэхён сидел на коленях у Чингука, им было так комфортно, так естественно, словно для них это было самым обычным делом. Это был момент дома, полный нежности, но также и эмоциональной силы, которая выходила за рамки экрана. Взгляд Чингука, серьезный и собственнический, словно говорил с безмолвной силой: «Она только моя».
Этого визуального контакта, того, как они без слов заявили о своих правах, было достаточно, чтобы разжечь страсть в ком угодно и подтвердить, что их связь гораздо глубже, чем могли предположить даже скептики. Эти две влюбленные птички не просто демонстрировали свою любовь друг к другу, они делали это так откровенно, что никакая попытка ее умолить не поддавалась. Каждым жестом, каждым взглядом, каждой близостью Тэкук словно кричал миру о своей настоящей любви, и не оставалось места для сомнений. Это была не просто романтическая демонстрация, это было пламенное и мощное заявление о том, что они владеют друг другом. То, как они заявили о своих правах, так естественно и безоговорочно, стало настоящим кошмаром для комиков, которые всегда пытались отрицать их связь. Пока недоброжелатели искали поводы их дискредитировать, они продолжали демонстрировать обратное – связь, которая становилась все крепче, интенсивнее и реальнее. Пережить заново эти знаковые моменты было так же неизбежно, как и незабываемо. Каждое воспоминание от похода в ресторан до сцены в самолете сплетается воедино как осязаемое свидетельство любви, которое крепнет со временем. Тэкук не просто сводит с ума своих подписчиков своей любовью друг к другу, он также обезоруживает их легкостью, с которой они создают моменты, словно сошедшие со страниц романтического фильма. Их моменты не игра и не совпадение, они последовательность и правда, история, разворачивающаяся через их обновления и подробности, которые они раскрывают. Сейчас, как никогда, Чингук и Тэхён неразлучны, они ближе, они еще более увлечены, они излучают любовь, которая всегда была их отличительной чертой и продолжает расти. Каждый новый взгляд, каждый спонтанный жест подтверждает, что пути назад нет. Любовь, которая никогда не перестает расти, удивлять и пленять мир. И самое главное, хотя они дали нам так много, мы знаем, что то, что нас ждет, обязательно будет гораздо больше и прекраснее. Многие могут воспринять это как простую игру, мимолетное действие или даже игру на камеру. Но достаточно остановиться и понаблюдать за тем, как они смотрят друг на друга, как естественно они прикасаются друг к другу, как они физически сближаются, независимо от того, кто перед ними, чтобы понять, происходящее между Тэхёном и Чингуком невообразимо. Мы смотрим не спектакль, мы становимся свидетелями эмоциональной правды, настолько необузданной, что никакой сценарий не смог бы ее передать. И в этом и заключается разница, им не нужны слова, им не нужны объяснения. Они говорят все своими пристальными взглядами, ласками, которые, кажется, говорят сами за себя, жестами, которые выдают их, даже когда они пытаются быть незаметными. Удивительно в Тэхёне то, что, не произнося ни слова, они умудряются передавать настолько сильные чувства, что их невозможно игнорировать. Каждый их жест – доказательство, каждое прикосновение руки – безмолвное признание, каждый долгий взгляд – крик, который без использования голоса выражает то, что они чувствуют. Эти два влюбленных не просто демонстрируют свою любовь друг к другу, они делают это так откровенно, что это подрывает любую попытку преуменьшить значение их отношений. При каждой визуальной встрече, при каждой малейшей близости они словно кричали всему миру: «Мы влюблены, и нет места сомнениям». Эта убежденность делала их неотразимыми для глаз, и в то же время вызывала неловкость у тех, кто пытался свести все это к простой игре. Но это была не просто романтическая демонстрация, это было пламенное и мощное заявление о принадлежности. То, как они искали друг друга в толпе, то, как они безоговорочно признавали друг друга, то, как естественно они, казалось, забывали, что на них смотрят сотни глаз, превращая каждое мгновение вместе в пространство, где существовали только они вдвоем. И именно это делало тех, кто упорно отрицал их связь, такими неловкими. Их связь была настолько реальной, что никакие поддразнивания, никакие оправдания, никакие споры не могли ее скрыть. Как вы могли игнорировать то, что так явно повторяется? В отношениях Тэхёна и Чингука всегда есть что-то поразительное, не в том, что они говорят, а в том, что они делают спонтанно, без особых раздумий. Когда они вместе, все меняется, атмосфера меняется, энергетика меняется, и вдруг жесты возникают сами собой, кажущиеся неизбежными. Они прикасаются друг к другу без страха, они сближаются, словно никакая преграда не может их удержать, и они смотрят друг другу в глаза с прозрачностью, не требующей объяснений.
Этот взгляд не хочет, чтобы его понимали, это взгляд, который есть, он говорит сам за себя, он открыто показывает силу их чувств. Это происходит снова и снова, это повторяется как привычка, которая стала частью их совместной жизни.